Привет, друзья! С вами Верисали и со мной рейдить легко. В этом видео вы узнаете, как убить Зорлока в сердце страха в героическом уровне сложности. Не забудь подписаться и приятного просмотра. Для убийства босса в десятке вам понадобится 2 танка и 2-3 хила, в 25-ке 2 танка и 5-6 хилов. Бой с боссом состоит из 2 фаз. Перед пулом босса встаем на правую платформу. При пуле босса комнату заполняет газом, феромонами, которые вешают немоту на всех, кто в них стоит. Поэтому стоим всегда на платформе, кроме последней фазы. Независимо от платформы, в течение всего боя босс использует вдох, выдох и песнь императрицы. Каждый вдох увеличивает урон от следующего выдоха на 50%. Эффект длится до тех пор, пока визирь не сделает выдох после 3 вдохов. Выдох кастится в случайного игрока, который оглушает его и наносит очень много урона. Этот урон нужно забирать танком, встав перед анимацией каста в игрока. Песнь императрицы босс использует, когда перелетает на новую платформу, а также на последней фазе. Пока никого нет в милизоне, вас будет бить, до тех пор, пока вы не умрете. Мы начинаем бить босса с правой платформы. На платформе босс использует способность сила и мощь и кастит ее 10 секунд. За несколько секунд до начала каста босс кидает на пол щиты, купола, под которые нужно зайти и спрятаться от урона. Игроки, находящиеся в зонах подавления шума, получают на 60% меньше урона от этой способности. Особенность этих щитов в том, что они сейвят определенное количество человек, которые стоят под куполом. В десятке 3 человека на щит, в 25-ке 7 в хэме, поэтому распределяем рейд заранее. Милики сейвятся в мили-зоне. Разбойники могут уступить свое место другим людям и не стоять под куполами. РДД и хилы сейвятся под другими куполами в РДД-зоне. Сила и мощь наносят очень много урона, поэтому нужно прожимать рейд-сейвы и прохиливать этот урон. Те, кто не успеет спрятаться, попросту умрут без своих прожимок. На 80% босс перелетает на противоположную платформу, налево. На этой платформе босс кастит песнь императрицы, пока никого нет в милизоне. Также продолжает стакать вдох и сливать его на выдох на 3 стаках. Обратите внимание, что вам придется к боссу бежать пешком, и на вас будет висеть немота и будет тикать урон, пока не встанете на платформу. Поэтому для удобства берем локов, которые поставят портал, и вы окажетесь на другой платформе буквально за секунду. На левую платформу отправляем пару хилов и танка. Остальной рейд остается и добивает копию. Когда били копию, все бегут на левую платформу. На левой платформе босс использует затухающие звуковые кольца и звуковые импульсы. Босс вызывает кружочки на полу, которые движутся по спирали, по часовой или против часовой стрелки. Есть 2 вида кружочков. Желтые, если вы их заденете, то шар раздвоится, а также наносит урон. И зеленые наносят много урона. Можете на каждый танк создавать мастер-аур для сейва рейда. Если вы заденете кружок, то получите урон, поэтому уклоняйтесь от них. Те, кто умеет дамажить на ходу в РТД, дамажим и бегаем. Милики выходим на максимальную дистанцию мили-атаки и бьем босса. На 60% босса он в последний раз перелетает на новую центральную платформу. На старой платформе остается его копия, не забывайте про это. На центральную платформу я отправляю танка, 3 хила и всех миликов. Итого у меня на третьей платформе 12-14 человек. На этой платформе все встают в метку на полу. Обратите внимание, я ее ставлю в дальний правый угол, так как желтые шары не долетают вообще, а зеленый может один прилететь, и вы должны успеть увернуться от него. На этой платформе босс использует обращение, берет в контроль игроков в десятке 2, в 25-ке 5. Чтобы скинуть контроль, нужно продамажить за контрольного игрока до 50% хп. На этой платформе скидывайте фиры, реклу, сало и другие способности до контроля. На 40% хп начинается вторая фаза. Зорлок летит в центр комнаты. Босс использует запах феромонов, вдыхая все феромоны в комнате, повышая свой урон на 10% и увеличивая скорость атаки на 20%.
РДД бьют босса с третьей платформы, пока босс вас не притянет к себе. Мирики бегут к боссу и в прыжке его бьют. Как только он сел, сдаем БЛ, пьем поты и бьем босса. Сложность последней фазы заключается в том, что босс использует все способности, которые он использовал до этого. Сила и мощь, обращение и звуковые кольца. Не паникуйте и играйте по тактике. Сначала будут шары, прожимайте мастер ауры, отбегайте фазу, за ней будут купола, спрятаться под них, РДД в РДД зоне, мирики в мири. Далее будет контроль, ДК стягивает всех в одну текстуру, вы должны почти моментально выбить из контроля игроков и добить их до 50% хп, так как перед контролем уже появится копия босса, которую обязан держать второй танк. Во время контроля танки должны развести боссов по разным углам комнаты, у вас уже будет 2 босса. Они будут по очереди давать спецспособности, кружочки и купола. Здесь уже может не получиться бегать по спирали. Нужно просто уворачиваться от кружочков и сжать сейвы. Вы должны бить только босса, не копию. Вот и все. Добивайте босса. Делитесь в комментариях по поводу сложности этого босса. С вами была Верисали и со мной рейдить легко. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк под этим роликом, если он тебе понравился.